Что именно Джункук раскрыл Таe-юнг? Это заставило фанатов пролить слезы? Это был вопрос, который вытащил из виртуальной вселенной, когда слухи распространились как лесной пожар. За сенсационными заголовками, такими как «Джанкук дает разъяснение по этому поводу Таe-юнг», фанаты плачут в этой новости. Действительно ли драматическое событие, которое трогало сердце общественности и вызвало волну эмоций для армии? Эта статья раскрывает свою хронологию, контекст и воздействие, на самом деле, фактически и напряженно, без погружения в сферу художественной литературы. Контекст с первого взгляда. Несколько фан-платформ в социальных сетях распространили слово, которое Джанкук, в некоторое время запечатленном за кулисами, что-то пояснила Таe-юнг, и это привело фанатов к слезам. Некоторые назвали это личной проблемой, в то время как другие даже разыгрывали более широкие спекуляции, от внутренних конфликтов до эмоциональных утверждений, которые никогда не делались ранее. Но, конечно, вопрос, который продолжает подходить: что именно уточнил Джанкук? Почему его эмоции так заразны? Эта статья пытается исследовать. Сначала этот слух вышел через анонимный пост в сообществе фэндома, короткое повествование. Джанкук, казалось, передал что-то Таe-юнг нежным тоном, казалось, сдерживал слезы, и он заставил фанатов. Тем не менее, чувствительность к нежности этих двух членов, Джанкук и В, быстро распространился этот слух. Без подтверждения от Хайбы или официального представителя, именно этот рассказ развивается, Джанкук дает разъяснение, это становится драматической точкой, увековеченной в таких названиях, как «Фанаты плачут в этой новости». Так многие увлекаются эмоциями, не проверяя обоснованность. Фан-сайты запускали спекуляции. Это может быть разъяснением о личных чувствах, да, ответ этого Юнгкука на скрытую критику. На самом деле, что в последнем рекорде, так это эмоциональное утверждение Таe-юнг после просмотра. Джанкук выступает после военно-морского тура в Туре и Хопе. Он сказал, что молча плакал, когда на сцене появился Юнгкук, выражение гордости, которое трогало много сердец. Здесь не было никаких разъяснений, но настоящий эмоциональный момент. Даже фанаты утверждали, что они опустошены, чтобы свидетельствовать о выражении гордости и облегчения Тэхёнга. Но опять же, когда слухи говорят, что Джанкук дал разъяснение Таe-юнг, это вообще не поддерживается фактами. Хотя ядро слухов нереально, реакция фанатов — символическая куртка для эмоциональной энергии в фэндоме. Многие армии писали в социальных сетях, что слухи заставили их подготовить салфетки, увлеченные тенью Джункука и близости Ви, хотя это было лишь подражанием спекуляциям. «Почему мое сердце бьется так быстро, как будто я тоже плачу за них», написал некоторые из них. На самом деле, фанаты называли момент фантастическим слезом Жерзером, из-за того, что это не могло произойти, но позволило воображать править. Это показывает, насколько эмоциональны отношения фанатов с Джанкук и Таe-юнг, двумя фигурами, которые часто говорят химию в дружбе. Даже если такие новости появляются без фундамента, эмоциональная реакция вступает в свою собственную, опять же, что их отношения с фанатами очень сильны. Вот командные названия кликабет, пропагандирующие без существа, разъяснения, которые заставляют фанатов плакать, такие, как это, явно предназначено для привлечения кликов, а не передавать факты. Стиль кликабет эффективен в привлечении внимания, но без авторитета он может разрушить доверие фанатов. С одной стороны, читатель вызывает любопытство. С другой стороны, шанс на неправильное толкование великолепно. Как вы спрашиваете, журналистика, основанная на фактах, должна отличить спекуляции от проверки. Если мы посмотрим дальше, этот слух возник из анонимной учетной записи на международной платформе фан-сообщества. С видеозаписью менее 15 секунд, загруженной без надписей, повествование, Джанкук поясняет Таe-юнг. В считанные часы кадры разыгрывались миллионы раз, повторно обрезанные различными учетными записями фанатов и давали дополнительные повествования, которое забило атмосферу. Нет четких источников, нет официальных заявлений, но у общественности уже есть свои выводы. Это явление не новое в мире К-поп. Глобальная популярность BTS видит, как каждый шаг его членов привлекает большое внимание даже от случайных поклонников, которые могут не следовать официальным новостям.
В этих случаях видео, которые на самом деле не имеют полного контекста, используются в качестве материала для создания эмоциональной драмы. Как это часто бывает в цифровой эпохе, клип без звука может добавить грустную музыку, драматический текст и спекулятивное повествование, чтобы усилить определенное впечатление. Эмоциональная реакция фанатов на эти слухи интересна для анализа с точки зрения психологии общения. Поклонники К-поп часто имеют высокую эмоциональную близость к своим идолам, известным как парасоциальные отношения, где одностороннее взаимодействие от идола к фанату создает очень реальное чувство близости. В таком типе отношений малейшие эмоциональные новости могут вызвать интенсивные чувства, даже если источник не проверен. Как распространились эти слухи, появились тысячи эмоционально заряженных комментариев. «Я плакал, просто глядя на их выражение», написал один фанат из Филиппин. «Если это правда, что Джанкук извинился или объяснил что-то Таэюнг, я чувствую, что мое сердце разбито», написал другой. Этот ответ показывает, сколько фэндома BTS имеет глубокую эмоциональную привязанность к динамике между членами группы, даже без конкретных доказательств. Это соответствует академическим исследованиям глобальной культуры фэндомов, в которой упоминается, что фанаты часто формируют свои собственные эмоциональные повествования, основанные на ограниченных фрагментах информации. Повествование, хотя и неофициально, обеспечивало эмоциональный комфорт некоторым фанатам и был предметом обсуждения сообщества. К сожалению, если не сбалансировано с разъяснениями, повествование также может быть источником большого недопонимания. В разгар большего потока информации многие онлайн-развлекательные порталы используют эту тенденцию, чтобы захватить клики и трафик. Такие заголовки, как «Джанкук дает разъяснение по этому поводу Таэюнг», «Фанаты кричат в этой новости», появились на различных веб-сайтах, в основном без четкого контента новостей. Статьи, как правило, повторяют слухи, добавляют субъективные мнения или полагаются на комментарии фанатов, не проверяя факты. Кликабет стал основной стратегией. Драматические предложения, восклицательные значения и эмоциональные слова, такие как «плач», «удивленные» или «раскрытые», используются для привлечения внимания читателя. Но за этим журналистская ценность и доверие к новостям приносятся в жертву. Фактически, ответственные развлекательные новости должны расставить приоритеты в проверке источника и прозрачности. Этот случай показывает, как границы между новостями и спекуляциями все чаще размыты в эпоху цифровых технологий. Социальные сети и небольшие новостные сайты часто быстрее распространяют слухи, чем основные средства массовой информации, которые обычно требуют строгой проверки перед публикацией информации. Но из-за высокой скорости распространения у многих читателей нет времени, чтобы различить, какие новости реальны, а какие — просто повествование о фанатах. Интересно, что до тех пор, пока этот слух не достиг пика, сами HYBE и BTS не выпустили официальное заявление. Эта сдержанность может быть интерпретирована как стратегия кризисной коммуникации. В южнокорейской индустрии развлечений компании управления идолами часто предпочитают не комментировать слухи, которые, как считается, не имеют убедительных доказательств, чтобы не продлить негативный цикл новостей. Другими словами, хотя HYBE решил молчать о проблеме вирусных эмоциональных разъяснений, их отношение к аналогичным случаям предполагает, что компания внимательно следит за любыми слухами, которые потенциально могут повредить репутации художника. Слухи в южнокорейской индустрии развлечений не являются чем-то новым. Многим художникам К-поп приходилось иметь дело с фальшивыми новостями, особенно после того, как они достигли международного успеха. Глобальные фанаты увеличивают внимание на личной жизни идолов, в то время как небольшие средства массовой информации часто полагаются на спекуляции за внимание. В случае BTS это явление еще более сложное. Их глобальная популярность делает все жесты и мало слов предметом международных новостей. Ярким примером является то, как простое эмоциональное утверждение Таэюнг, выступающее во время просмотра Джанкук, проводящегося после военного обслуживания, широко сообщалось о заслуживающих доверия СМИ, таких как Спортскейда и W Courier. Однако, с другой стороны, момент также используется теми, кто хочет создать драматические повествования о личной выгоде. Со стороны фанатов отношения между Джанкук и Таэюнг имеют свое очарование.
Известно, что они были близки с начала дебюта BTS, часто поддерживая друг друга на публике и нередко показывая тепло, которое заставляет многих затронуть людей. Именно этот рассказ настоящей дружбы фэндом часто увеличивается. Когда появились новости о том, что Джангкук дал Тэхёнгу разъяснение, многие фанаты сразу же представляли эмоциональный разговор между двумя друзьями, которые заботятся друг о друге. Даже без доказательств фанаты уже были перемещены, поскольку они понимали динамику Джангкук и близости Таэюнг от различных взаимодействий, зарегистрированных за эти годы. Подобные повествования подтверждают, насколько сильным изображение BTS находится в общественном поле. Они рассматриваются не только как художники, но и как семья, которая поддерживает друг друга. Вот почему эта новость, хотя и необоснованная, тем не менее потрясла эмоции фанатов по всему миру.